Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Саша, и сегодня мы сделаем вазу с загнутыми краями и подстаканники с потрясающе красивыми эффектами. Итак, погнали! Для этого набора нам понадобится, конечно же, эпоксидная смола, у меня густая. Сначала я сделаю два подстаканника, на них мне понадобится 150 грамм смолы в общем, 100 грамм смолы, 50 грамм отвердителя, по 75 грамм готовой смолы на один подстаканник. Замешиваем цвета и приступаем к заливке. Не буду сильно останавливаться на заливке, на моем канале есть очень много видео о том, как правильно работать с эпоксидной смолой и как заливать изделия. Заливать я буду на оргстекло с силиконовым герметиком. В конце заливки обязательно проходимся горелкой для того, чтобы убрать пузырьки воздуха. Для вазы нам понадобится 300 грамм смолы в общем, то есть 200 грамм смолы и 100 грамм отвердителя. Перед заливкой обязательно протираем оргстекло, чтобы убрать все лишние пылинки. Эффекты в этой вазе будут в технике облаков. Чтобы узнать подробнее про эту технику, переходите по ссылочке, оставлю в правом верхнем углу.
Проходимся горелкой и оставляем набор сохнуть на сутки. Спустя сутки достаем изделие из форм. Как это правильно делать, вы также можете найти на моем канале. Теперь переходим к самому интересному. Начинаем гнуть смолу. С помощью фена нагреваем смолу. Важно начать выгибать смолу, пока она еще пластичная, то есть через 24 часа, когда она уже высохла, но еще не набрала твердость. Чтобы у моей тарелочки было ровное дно, я использую блюдце. Нагреваем ту область, которую хотим загнуть, загибаем и держим некоторое время, пока смола не остынет в таком положении, в котором вам надо. Сразу говорю, что процесс не быстрый. Итак, мы загнули края у нашей тарелочки, теперь приступаем к опилу и покраске торцов. Опиливаю, как всегда, маникюрным аппаратом, крашу золотой жидкой поталью. И самый последний этап – это приклеить маленькие силиконовые ножки для лучшей устойчивости. Сразу предвещая ваши вопросы, скажу, что покупала в Leroy Merlin. Этот этап не обязательный, можно оставить и без них. Вот такой потрясающий красивый набор у нас получился. Такой набор можно использовать для сервировки стола или для декоративных целей. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Как обычно, в первый час после публикации я отвечаю абсолютно на все комментарии. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!